Габарджоба, друзья! Габарджоба, Грузия! Я нахожусь в центре Тбилиси. За моей спиной располагается известный символ города – мост мира, который соединяет старые и новые части города. По задумке итальянского архитектора Луки, он символизирует связь между доблестным прошлым Грузии и светлым будущим. Сейчас давайте вернемся немного назад и посмотрим, как я оказался в Тбилиси. При подъезде к КПП Верхний Ларс, где находится погранпереход между Россией и Грузией, нас ждала огромная 10-километровая пробка. Стоять бы в ней часов 20, если бы не водитель маршрутки 100-го уровня, который по встречке, обочине и козьими тропами объезжал очередь и с коронной фразой другим водителям «Эх, Ахмед, молю тебя!» влезал в любую щель. Снимать сие действия я не стал, хотя сейчас об этом очень жалею. Весьма колоритный персонаж оказался наш водитель, и время в дороге пролетело почти незаметно. В итоге, все же потеряв на границе часов 6, мы летели в направлении Тбилиси по военно-грузинской дороге. Годом ранее, в сентябре, я уже приезжал по военно-грузинской дороге на собственном автомобиле, и тогда я был очарован красотами этой дороги, останавливаясь каждые 10-15 минут и снимал. Ведь за каждым поворотом открывались все новые потрясающие виды. К сожалению, на этот раз в мае природа еще не успела проснуться, и на перевале лежит снег, скрывая альпийские луга, а небо затянуто серыми тучами. Несмотря на это, военно-грузинская дорога не оставляет равнодушным и заслуживает обязательного посещения. Теперь снова переместимся в центр Тбилиси. Тбилиси – столица и крупнейший город Грузии, расположенный на берегу реки Куры, с населением около 1 100 000 человек. Город был основан в V веке. Стратегическое расположение на перекрестке между Европой и Азией неоднократно делало Тбилиси яблоком раздора между различными силами на Кавказе. Многоликую историю города можно изучать по его архитектуре, начиная с просторных проспектов Руставели и заканчивая узкими улицами сохранившегося с раннего средневековья района Салалаки. Парк Рики в центре Тбилиси – самый молодой и креативный парк в городе. Построенный в 2010 году на берегу реки Куры ко Дню независимости Грузии, он сразу же приобрел популярность у горожан и туристов. Парк удивляет уникальностью своей архитектуры, при этом сильно контрастируя с привычным обликом старинных городских построек. Сегодня Национальный парк Тбилиси является культурным центром города и одним из его новых символов. На берегу реки Куры в центре города находится храм Сиони. Исторически это главный храм Тбилиси и один из двух главных в грузинской церкви, названный так в честь Сионской горы и освященный в честь Успения Пресвятой Богородицы. До строительства собора Святой Троицы здесь находилась кафедра грузинского католикоса. Проспект Руставели – центральный проспект Тбилиси, названный так в честь средневекового грузинского поэта Шато Руставели. Общая длина проспекта, протянувшегося от площади Свободы до площади Руставели, составляет около 1,5 километра.
Проспект является культурной артерией Тбилиси, как Невский для Санкт-Петербурга. Побывав на проспекте, можно почувствовать дух города и менталитет граждан. Каждое здание и скульптура как экспозиция в музее, которая рассказывает об истории, культуре и искусстве Грузии. На проспекте расположено большое число правительственных, общественных, культурных и коммерческих зданий, таких как Площадь Свободы, старое здание парламента, Академия наук, Музей современного искусства, Грузинский театр оперы и балета, театр имени Шато Руставели, Национальная галерея и Национальный музей Грузии, Тбилисский русский драматический театр, Воронцовский дворец, церковь в Кавшете и другие. Прогуливаясь по проспекту Руставели, случайно затесался в какую-то богемскую тусовку и узрел показ мод от Mercedes-Benz Fashion Weeks. Как потом оказалось, главное мероприятие в области моды в России и Восточной Европе. Канатная дорога Парк-Рике или Нерикала – одна из 3 канатных дорог в Тбилиси. Нижняя площадка канатной дороги располагается в парке Рике, у входа в него с площади Европы, а верхняя – на Салалакском холме, у крепости Нерикала. Канатная дорога была построена в 2012 году и пользуется большой популярностью у туристов. Поднимаясь вверх, можно увидеть Тбилиси с высоты птичьего полета. Из стеклянного вагончика открывается превосходная панорама на старую часть города. На верхней станции располагается смотровая площадка, откуда можно увидеть, что площадь парка повторяет форму самой Грузии на карте. От смотровой площадки есть путь к древней крепости Нерикала и к 20-метровой статуе Мать Карты или Мать Грузии. Это монументальный памятник считается одним из символов Тбилиси. После плотного обеда в хинкальном доме в центре Тбилиси я поднялся на гору, чтобы растрясти набранные калории, а заодно и посмотреть крепость Нерикала, которая долгое время являлась центром грузинского царства. Крепость Нерикала гордо возвышается над городом, являя собой древний памятник истории региона. Точных данных о дате строительства крепости нет, но первые упоминания в летописи датированы концом IV века. За время своего существования цитадель сменила несколько названий, и первым из них было Шурис-Цехе, что с арабского означает «завидная крепость». С момента постройки стены крепости Нерикала поражали своей неприступностью и величием. Вдоволь нагулявшись по Тбилиси и напрыгавшись по горам, вечер я решил закончить в известных серных банях, которые находятся неподалеку от канатной дороги. Абану-Тубани – исторический район в центре Тбилиси, известный своим комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Построенные в разное время, нынешние бани формируют собой отдельный квартал города, являющийся популярным местом как среди жителей города, так и у многочисленных туристов. В центре Тбилиси, неподалеку